Всем привет! Вы на канале Брауни, и это вторая часть разбора айсберга кей-поп дебютов. В этом видео мы погрузимся глубже под воду и вспомним скандалы, которые обернулись более серьезными последствиями для группы, например, уходом одного из участников, или менее известные скандалы, про которые в основном уже мало кто помнит. Если вы пропустили первую часть, обязательно начните с нее, ну а мы переходим ко второму уровню. Дебют Les Seraphim был ярким и ожидаемым, и скандал, который разгорелся на момент их дебюта, также был очень громким, но он стоил им участницы Ким Гарам, поэтому он находится на втором уровне айсберга. Начну с того, что проблема школьной травли в Южной Корее стоит очень остро и является крайне чувствительной темой, поэтому любые обвинения в подобном воспринимаются корейцами серьезно, вне зависимости от того, правдивы они или нет. Незадолго до дебюта Les Seraphim бывшая одноклассница одной из участниц группы, Ким Гарам, публично обвинила ее в постоянных словесных и физических издевательствах над ней, из-за которых ей пришлось перевестись в другую школу, а также в сеть попали фотографии Гарам из школьных времен, которые демонстрировали ее как не самого послушного подростка в глазах общественности. В ответ Hype выпустили заявление, в котором полностью отрицали обвинения в адрес Гарам. 2 мая Les Seraphim дебютировали в шестером, несмотря на скандал. После дебюта последовала вторая волна обвинений в сторону Гарам, а также была опубликована часть отчета о дисциплинарном взыскании в школе, из которого следовало, что Гарам подверглась серьезному наказанию по статье за школьное насилие, после чего от Гарам начали отворачиваться не только корейские, но и западные поклонники. Однако школа Гарам не ответила на запрос и не смогла подтвердить, является ли документ подлинным. 16 мая Source Music заявили, что начали судебное разбирательство. В то же время Ю Ин Со, так зовут девушку, обвинившую Гарам в буллинге, настаивала на подлинности документа, а также заявила, что после публичной огласки инцидента она получила вторичный вред в виде критики и угроз со стороны фанатов Гарам в интернете, из-за чего ее психологическое состояние ухудшилось настолько, что она едва не наложила на себя руки. Hype продолжали защищать Гарам, заявляли, что настоящей жертвой во всей этой ситуации на самом деле является она. Согласно версии Гарам, они с Ю Ин Со когда-то были подругами, но потом между ними произошел ряд конфликтов, в одном из которых она заступилась за свою подругу, которая пострадала от действий Ин Со. Та якобы сделала и загрузила в сеть ее фотографии в нижнем белье в школьной раздевалке. В общем, имели место школьные разборки. Скандал негативно сказывался на продвижении Les Seraphim, и Гарам сперва была отстранена от деятельности, а 20 июля Source Music расторгли контракт с ней, исключив ее из группы. Уже в августе Гарам поделилась полной версией отчета, который подтверждал ее версию событий и давал понять, что, заступаясь за подругу, она действительно нападала на Ю Ин Со, правда, лишь словесно, а не физически. Да, она не была совсем уж невинной, но и не была такой отвратительной хулиганкой, какой ее обрисовала публика. И, как мне кажется, потерять будущую карьеру из-за школьных ссор, которые произошли, когда тебе было 12 лет, это довольно жестоко. А сейчас я хочу рассказать вам не про скандальный, а про по-настоящему легендарный дебют. Культовая манга «Волейбол» впервые вышла на русском языке. Да, та самая манга, на основе которой было создано то самое аниме. Теперь это суперпопулярная и высоко оцененная спортивная манга, проданная тиражом в 70 миллионов копий, доступна и нам с вами. И эта история настолько увлекательная, что ей проникаются даже те люди, которые вообще не интересуются ни волейболом, ни спортом в целом. Главный герой этой манги – невысокий, но энергичный парень по имени Хината Сёё, который влюбляется в волейбол, увидев по телевизору игру популярного, но тоже невысокого игрока по прозвищу «Маленький гигант». Он начинает играть в волейбол и даже участвует в турнире со своей школьной командой, но проигрывает сильным соперникам – команде из другой школы, за которую выступает игрок, известный как Король площадки. Но Сёё не сдается, он хочет победить его, а потом поступает в старшую школу и оказывается со своим соперником в одной команде. И теперь им двоим нужно сыграться. В этой истории раскрываются темы дружбы, соперничества и командного духа, трудолюбия, преодоления трудностей и собственных комплексов.
Тут есть и над чем попереживать, и где посмеяться. Ну и в конце концов можно наконец начать разбираться в волейболе. Волейбол – это история о том, как люди с разными слабостями растут и преображаются, объединяясь ради общей цели. Переходите по ссылке в описании, чтобы приобрести первую книгу уже сейчас в любом удобном для вас магазине. Сейчас никого не удивишь виртуальными айдолами, и среди артистов с виртуальными аватарами есть качественные и популярные проекты, например, такие как Playf. Но в марте 2021 года появился довольно странный виртуальный проект. Eternity – это виртуальная женская группа, лица участниц которой были созданы компанией Pulse9 с помощью их технологии Deep Real, и это, по сути, Deepfake. Компания презентовала эту группу как состоящую из полностью виртуальных участниц с идеальной внешностью и особым обаянием, а их аватары должны были быть уникальными и гиперреалистичными. Ну а получилось вот это. Честно говоря, не знаю, как видит свой продукт компания Pulse9, но я бы не была так уверена в гиперреалистичности и обаятельности данного проекта. А что думаете вы? Готовы стенить? Red Velvet дебютировали 1 августа 2014 года, и на момент дебюта девушек в группе было только 4. Пятая участница, Йери, присоединилась к Red Velvet только в следующем году, во время их камбэка с песней Ice Cream Cake. Изначально Йери должна была дебютировать позже, с другой, более молодой женской группой SM, и первое время даже не хотела присоединяться к Red Velvet, так как стажировалась с другими девушками-трейни и была более привязана именно к ним. Однако планы SM по какой-то причине изменились, и их ближайшая женская группа, aespa, дебютировала только в 2020 году. Несмотря на то, что Йери не дебютировала с Red Velvet сразу, ее и некоторых других девушек-трейни можно заметить в дебютном клипе группы на песню Happiness. Примечательно, что ни одна из них не дебютировала в aespa, и все они покинули SM. Это интересный факт, но скандал вокруг клипа на песню Happiness разразился совсем по другой причине. Все дело в том, что в видеоряд были вмонтированы изображения газет с заголовками о ядерной бомбардировке Хиросимы и сцены с дымящимся зданием, напоминающие о терактах 11 сентября. SM заявили, что такой неудачный монтаж был непреднамеренным, перемонтировали и перезалили клип, на котором было уже 2 миллиона просмотров. Помимо скандала с клипом, вокруг дебюта Red Velvet существует теория о том, что девушки должны были дебютировать сразу впятером в 2015 году, но их дебют был форсирован компанией, чтобы перекрыть шумиху вокруг Солли, которая на тот момент ушла на перерыв из-за постоянных слухов и злонамеренных комментариев, прямо в разгар промо-альбома FX Red Light. Анонс дебюта Red Velvet состоялся всего через несколько дней после новостей о хиатусе Солли, и хоть к тому моменту уже ходили слухи о том, что SM готовят дебют новой женской группы, появление тизеров Red Velvet было достаточно неожиданным, что породило подобную теорию. Группа WAZZUP дебютировала в 2013 году и столкнулась с резкой критикой со стороны корейских зрителей. Все потому, что хореография группы была основана на тверкинге. Сейчас этим мало кого удивишь, но в 2013 году для Кореи это было слишком. Да, даже это. Этот дебют не считается одним из самых плохих, скорее он один из самых спорных, ведь в то же время западным кей-поп-фанатам тверка показалось слишком мало для хореографии группы, которая позиционировала себя как тверкинг-группу. В общем, получилось ни туда, ни сюда. Сама песня тоже мало кому понравилась, кто-то назвал саунд устаревшим уже на тот момент, а кто-то посчитал, что все в сочетании звучит и выглядит очень неловко. Как вы уже поняли, группа WAZZUP особой популярности ни в Корее, ни за рубежом так и не достигла. Мужская группа SM Entertainment Rise потеряла одного из участников, Сынхана, в результате громкого скандала, который разгорелся как раз на момент их дебюта. После оглашения состава группы, еще до ее дебюта, в сеть просочились фотографии Сынхана, на которых он курит и целует некую девушку.
Для нас и для подавляющего большинства западных фанатов эти снимки не несут никакой негативной нагрузки, и представить, что из-за них человека могут исключить из группы, довольно тяжело, ведь это кажется полным абсурдом. Но именно это и произошло с Сынханом, потому что реакция поклонниц в Корее, где парасоциальные отношения с артистами весьма распространены, была совершенно иной. За фотки из прошлого Сынхану пришлось извиниться, но на этом дело не кончилось. Сынхан дебютировал с группой 4 сентября 2023 года и принял участие в их первом камбэке 27 октября. Но критика и слухи не утихали, и SM отправили его на бессрочный перерыв. Первое время компания пыталась защищать его, планировала принять правовые меры против распространения ложных слухов, а 11 октября 2024 года, спустя почти год перерыва, SM объявили о возвращении Сынхана к групповой деятельности. После этого заявления фанаты группы, если их, конечно, можно так назвать, устроили бойкот у здания компании, призывая исключить Сынхана из группы. Они отменяли предзаказы на альбомы и мерч, отправляли к зданию SM грузовики с призывами об исключении Сынхана и даже похоронные венки. Просто представьте себе, каково это – получить такой подарочек с пожеланиями смерти за старую фотку с девушкой. А Сынхану и представлять не надо. Несмотря на поддержку западных поклонников, всего через 2 дня Сынхан официально покинул группу, по официальной версии компании, по своему собственному желанию, чтобы не причинять вреда своим согруппникам. К счастью для поклонников Сынхана, SM дали ему возможность дебютировать отдельно от Rise. Летом 2025 года он дебютировал в проекте Сынхан and Soul, который включает его самого и 2 танцоров. И еще одна группа, которая потеряла участницу из-за скандала, это HYKey. Все дело в том, что еще перед дебютом группы осенью 2021 года вокруг одной из заявленных участниц, девушки из Таиланда по имени Ситала, возникли серьезные споры. Тайские поклонники узнали, что она родом из очень богатой по тайским меркам семьи и является дочерью знаменитого актера Саранью Ванкранчанга. И, как оказалось, ее уже покойный отец был одним из публичных лиц, поддержавших военный переворот в стране в 2014 году. Таким образом, из-за политических взглядов отца саму Ситалу обвинили в поддержке диктатуры. Масло в огонь подливал профиль Ситалы, написанный ею же, в котором она утверждала, что именно ее отец является для нее образцом для подражания. Несмотря на скандал, 5 января 2022 года Ситала дебютировала с группой. На дебютной пресс-конференции девушка заявила, что когда ее отец участвовал в антидемократических кампаниях, она была еще слишком молода, чтобы полностью понимать ситуацию. 25 мая, всего через 5 месяцев после дебюта, Ситала покинула группу по нераскрытым личным причинам. Связан ли ее уход с этими спорами, точно неизвестно, но вопрос о том, должны ли дети нести ответственность за поступки, высказывания или политическую позицию своих родителей, остается открытым. О группе Global Icon, как и о многих других группах с необычными концептами, я уже рассказывала и оставлю вам подсказку на видео. Девушки дебютировали в 2013 году с томбой-концептом, или, проще говоря, концептом пацанок. Это был как раз тот период, когда в моде были либо милые, либо сексуальные и элегантные концепты для женских групп, и Global Icon максимально из этой моды выбивались, явно опережая время, ведь дебютируя они сейчас, как мне кажется, люди бы поняли и приняли такой стиль гораздо охотнее. Помимо коротких стрижек, стиля одежды и танцев, сама дебютная песня G.I. была написана в хип-хоп стиле, и мне она кажется довольно годной и в хорошем смысле привязчивой даже сейчас. Но на тот момент группа вызвала смешанную реакцию, и корейские зрители встретили Global Icon довольно прохладно, не понимая, на кого рассчитано их творчество. Ведь в то время аудиторией женских групп были в основном парни, которых такой концепт не то чтобы сильно впечатлил. Грустная правда заключалась в том, что на самом деле агентство девушек планировало создать мужскую группу, но добрать парней не получилось, и хип-хоп концепт реализовали на девушках. Что еще хуже, самим участницам группы стиль томбой не нравился вообще.
Он не соответствовал их духу, но фанаты группы об этом не знали, и когда концепт Джай начал меняться на более женственный, посчитали, что компания заставляет их носить платья. Это было совсем не так, но, потеряв свою уникальность, группа потеряла и ту фан-базу, которая полюбила их как раз за томбой-концепт. Про Лану, первую кей-поп-солистку из России, я тоже когда-то уже рассказывала. Глобализация постепенно приводит к тому, что дебют айдолов, имеющих не корейское и даже не азиатское происхождение, перестает быть редкостью. Сейчас на кей-поп-сцене есть хоть и не слишком популярные, но все-таки активные группы EXIN с участницами из России и Индии, или Black Swan, которая в данный момент полностью состоит из иностранок. Или такие крупные глобальные проекты, как Cat's. Да, они не являются кей-поп-группой, но все же основаны на реалити-шоу под корейским руководством. Компании и крупные, и небольшие создают группы, рассчитанные на иностранную целевую аудиторию, и количество подобных проектов постепенно растет. Но иностранным кей-поп-первопроходцам было очень тяжело. И Лане по какой-то причине пришлось тяжелее, чем многим другим. Она дебютировала в 2019 году и получила в свой адрес огромное количество критики и беспочвенных обвинений. Многие кей-поп-поклонники писали, что белая девушка не должна была дебютировать на кей-поп-сцене, что она занимает чужое место. Из-за того, как Лана выглядит, ее обвиняли в культурной апроприации, в том, что она якобы сделала пластику, чтобы быть похожей на азиатку, и называли ее Кореабу. Возможно, все сложилось бы иначе, если бы Лана дебютировала сейчас, но ее карьера айдола так и не сложилась, и в данный момент Лану можно назвать инфлюенсером или независимой артисткой. И еще один иностранный проект в этом списке – это группа Kachi. Не уверена, что их можно назвать кей-поп-группой, учитывая, что это был британский проект, но, тем не менее, их дебют был довольно скандальным. В первую очередь, конечно же, из-за некорейского происхождения участниц, а также из-за слабой подготовки. Их танцы были недостаточно синхронными, и в целом группа напоминала скорее самодеятельный коллектив, нежели настоящую кей-поп-группу. Несмотря на короткую карьеру и постоянное высмеивание со стороны кей-поп-сообщества, Kachi пару раз выступили в Корее, с чем мы их и поздравляем. Скандал с группой X1 был, пожалуй, одним из самых громких за всю историю индустрии и привел не просто к потере участника, а к распаду всей группы почти сразу же после дебюта. Группа X1 была сформирована в 2019 году на шоу Produce X101. Это был 4-й и последний сезон данной франшизы. Группа состояла из 11 участников, а именно Хан Сыну из группы Victon, Чо Сынён, которого вы знаете под псевдонимом Woods, Ким Усок, бывший участник группы Uptension, Ким Йо Хан из группы VI, а также Ким Хан Гёль, Ча Джун Хо, Сон Дон Пё, Кан Мин Хи, Ли Ин Сан, Сон Хён Джун и Нам До Хён. Да, эти люди были в одной группе. Парни дебютировали 27 августа 2019 года, но уже 6 января 2020 группа была расформирована. Во время трансляции финального эпизода шоу некоторые зрители заподозрили, что Mnet подтасовали общее количество голосов. В ответ на обвинение Mnet заявили, что при подсчетах были допущены ошибки, но окончательный рейтинг участников был верным. Зрители им не поверили и подали коллективный иск за мошенничество, поскольку голосование на шоу было платным. Полиция провела обыски в офисах причастных компаний и расследование всех шоу, включая все сезоны Produce, Idol School, Show Me the Money и Superstar K. Как оказалось, манипуляция голосами привела к тому, что 2-3 стажера, которые должны были попасть в состав X1, в него не попали. А также были выявлены и другие нарушения, такие как манипуляция эфирным временем на проектах Produce X101 и Idol School. Продюсерам шоу, которые, как оказалось, выбирали финалистов на свое усмотрение во всех сезонах, несмотря на мнение зрителей, были предъявлены обвинения за мошенничество и взяточничество. И в итоге несколько причастных лиц были оштрафованы на крупные суммы и даже получили тюремные сроки. Естественно, после такого скандала группа больше не могла существовать, поскольку несколько человек попали в нее несправедливым путем, заняв места реальных финалистов.
Эта история показывает, что результаты подобных шоу, как и вообще все, что на них происходит, стоит воспринимать с долей скепсиса. Дебют группы Baby Monster вы попросили добавить в айсберг в комментариях к первой части, и вы все еще можете предлагать свои варианты, учитывая глубину будущих уровней. Дебют Baby Monster не был таким уж скандальным или спорным, он был просто странным, так как оставил поклонников в замешательстве по поводу дебютной песни и даты дебюта. В последнее время, когда группы выпускают преддебютные релизы и начинают продвижение еще до своего дебюта, действительно можно запутаться в таких тонкостях. Первоначально дебют Baby Monster, долгожданной женской группы от YG Entertainment, был запланирован на ноябрь 2023 года. Девушки должны были дебютировать всемиром, но одна из участниц группы, Ахён, заболела, что породило множество слухов о том, что она покинула группу и уже никогда не вернется. 27 ноября девушки выпустили песню Butter Up вшестером, и она получила большое количество критики и негативных отзывов от слушателей. В январе 2024 года было объявлено, что Ахён полностью восстановилась после болезни и возвращается к деятельности группы, а песни, которые были записаны без ее участия, будут вновь перезаписаны, но уже с ней. Новый дебют уже в полном составе с треком «Шиш» состоялся 1 апреля. Таким образом, официальной датой дебюта Baby Monster принято считать 1 апреля 2024 года, а все предыдущие релизы группы – преддебютными. Однако некоторые поклонники обвинили YG в том, что они устроили группе повторный дебют просто потому, что первая песня провалилась, а также напомнили, что Baby Monster выиграли награду «Новичок года» на церемонии Circle Chart Music Awards 2023 до 1 апреля, что причисляет их к уже дебютировавшим группам. Лично я считаю, что это совсем не важно, но хочу признаться, что Butter Up нравится мне больше, чем Шиш. Такие дела. Преддебютный скандал группы P1 Harmony был не слишком громким и очень быстро забылся. Если вы подписаны на мой телеграм, вы можете знать, что P1 Harmony – это одна из моих самых любимых кей-поп групп. И, конечно, я рада, что этот спор не повлиял негативно на их карьеру, но я просто не могу не рассказать об этом здесь. В сентябре 2020 года, как только FNC Entertainment представили участников будущей группы, в сети появились обвинения в адрес Кихо. Все дело в том, что задолго до своего дебюта Кихо, он же Стивен, был владельцем фан-аккаунта BTS в Твиттере. И в 2017 году на этом аккаунте были запущены твиты сомнительного содержания. Судя по всему, Кихо был большим поклонником Чимина. Также Кихо обвинили в расизме и кибербуллинге. В ответ на обвинение FNC не стали отрицать, что Кихо вел аккаунт в школьные годы, но он якобы делил его еще с 7 друзьями и перестал вести в 2017 году. Обвинение в расизме лейбл полностью отрицал. Многие не поверили словам компании, но по итогу скандал не привел к каким-то серьезным последствиям для Кихо, и аккаунт Pusan Wings стал фандомным мемом. Этот случай заставляет задуматься о двух вещах. Первое – настало время, когда люди, ведущие фанатские паблики, сами становятся кумирами. И второе – не стоит писать в интернете всякую ерунду, ведь, возможно, она будет преследовать вас всю оставшуюся жизнь. Дебют этой группы не был скандальным, но он был настолько необычным, что вы попросили меня добавить его в айсберг. X-Love – это мужская многонациональная группа, в состав которой входят 4 участника. Умути – этнический уйгур, Руи – участник из Тайваня, кореец по имени Хён и японец Хару. Сразу же после дебюта, который состоялся в январе 2025 года, ребята стали вирусными благодаря своим танцевальным навыкам. И это совершенно заслуженно, потому что, вы сами посмотрите на это. А также группа вызвала интерес благодаря своему очень необычному имиджу и нестандартному взгляду на моду и стиль. А еще совсем нетипичной для мужских групп хореографии, которую вы скорее ожидали бы увидеть у Kiss of Life. В интервью ребята говорят, что хотят разрушить стереотипы в индустрии, и пока что у них это отлично получается. Как бы ни было грустно это признавать, но кей-поп-индустрия не слишком открыта к экспериментам, даже сейчас, поэтому наблюдать за карьерой X-Love будет вдвойне интересно, и только время покажет, приживется ли подобный концепт.
На данном моменте я снова поделю видео. Следующая часть будет заключительной. В ней разберем оставшиеся самые нижние уровни. И сейчас у вас есть последняя возможность предложить свой вариант. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если по какой-то странной причине вы все еще не подписаны. Заходите в мой телеграм, там мы всегда на связи, общаемся, обсуждаем новости, новинки и многое другое. Ну а я прощаюсь с вами до третьей части айсберга. Пока-пока.